просторных садах любви к Всевышнему хочу быть соловьем, который на рассвете поет печальные песни свои. Хаджа Ахмед Иссави. В Национальной библиотеке Республики Казахстан хранится уникальная книга, которая взята под международную охрану ЮНЕСКО. Эта книга «Диван и Хикмет» или сборник мудростей, написана в XII веке рукой выдающегося поэта и проповедника ислама Хаджа Ахмеда Иссави. Тюркоязычные народы называют ее «Корани-тюрки», ведь именно через нее они восприняли Коран. Он родился в 1103 году в Испиджабе. Сегодня это город Сайрам Южно-Казахстанской области. Первоначальное образование мальчик получил у своего отца, шейха Ибрагима, и известного исламского ученого Баха-эд-Дина Испиджаби. Но малый хадж, как называют паломничество в город Туркестан к мавзолею Хаджа Ахмеда Иссави, начинается по традиции с поклонения могиле знаменитого Арыстан-баба. Это к нему отправился в Атрар юноша Ахмед перенимать житейскую и духовную мудрость. Это он был первым духовным наставником будущего выдающегося деятеля ислама. После смерти своего учителя Ахмед учился, а затем и проповедовал в Бухаре. Но скоро вернулся назад, в родные края, в небольшой городок Яссы, где вокруг него собралось много учеников и последователей. Слава о нем быстро распространилась по всей Азии, особенно среди тюркоязычных народов, ведь проповедовал Хаджа Ахмед не на арабском, как это было принято, а на их родном языке. В возрасте 63 лет, в возрасте смерти пророка Мухаммеда, Хаджа Ахмед поселился около мечети в подземной келье Хильвети. По легенде, ее он построил своими руками. Там провел остаток своей жизни в посте и молитве. В 1167 году он умер и был похоронен неподалеку. Над его могилой вскоре был построен мавзолей, о красоте которого можно сегодня судить лишь по сохранившимся резным кирпичам. В преданиях говорится, что хан Тахтамыш после одного из своих набегов на Туркестан увез все ценные приношения верующих мазару Хаджа Ахмеда и имущество потомков шейха на Волгу, в свою ставку Сарай-Берке. Правитель Средней Азии Тимур разбил Золотую Орду и сжег ставку, а все взятое из города Яссы вернул обратно. Остальное награбленное в этом походе он направил на возведение нового мавзолея и медресе при нем. Новое, грандиозное сооружение на окраине владений Тимура должно было стать достойным памяти Хаджи Ахмеда Иссави, возвеличить ислам и, кроме того, облегчить правление обширной империей. Это была грандиозная стройка. Здесь работали самые лучшие мастера из Ирана и Средней Азии. Использовались самые лучшие строительные материалы и строительные технологии своего времени. В феврале 1405 года в городе Атраре, 50 километрах к югу от места погребения Хаджа Ахмеда Иссави, скончался эмир Тимур. Смерть прервала не только его последний поход на Китай, но и остановила строительство мавзолея. Ведущие строители и средства
Отсюда были переброшены на возведение усыпальницы Тимура Гур-Эмир в Самарканде. Остался недостроенным большой купол над центральным залом Джамаат-ханой, не завершен главный фасад с его порталом и минаретами. Не все поверхности, как планировалось, покрыты декором из глазурованных плиток. Конструкции древних лесов так и остались в стенах на века, как будто ожидая строителей. Но постройка выглядит нарядно даже за счет той облицовки бирюзовых тонов, которая покрывает остальные три фасада. Ее узоры – это в основном эпиграфический орнамент, представляющий собой тексты религиозного содержания. Туркестаном Яссы стал называться к XV веку. К XVI-XVII векам это был уже крупный экономический и религиозный центр, который мог сравниться разве что с Бухарой или Хорезмом. Переступая порог этого потрясающего своими масштабами здания, попадаем в центральный зал собраний. В его центре находится бронзовый казан больших размеров, отлитый по преданию из сплава 7 священных металлов. Стоит он на том самом месте, где когда-то находился древний колодец. Одна из надписей гласит, что этот казан для воды – дар Тимура сооружению, воздвигнутому в память о Хадже Ахмеде Яссави. Зал перекрыт одним из самых крупных сохранившихся в Средней Азии куполов. Его диаметр более 18 метров. Прекрасные узоры ячеистых сталактитов, великолепна акустика зала. Главным помещением в архитектурной композиции постройки является усыпальница Ахмеда Яссави, или Гурхана. Над ее входом написано: «Повелел построить этот священный раудат Амир Тимур Гурган». Раудат дословно с арабского переводится как «сад», «райский сад». И самым изысканным образом решено убранство этого помещения. Роскошная резьба, деревянные двери. Узоры купола создают эффект бесконечного движения ввысь. Искусно подобран камень надгробия. Стены покрыты майоликой разных цветов, светящейся изнутри золотом. А в этом зале малого Ак-сарая когда-то проводились различные собрания и диспуты. Сегодня здесь хранятся надмогильные камни, принесенные с разрушившихся построек туркестанского некрополя. На некрополе были захоронены многие казахские ханы – Есим, Жангир, Тауке, Абылай и другие. Ведь с конца XVI века город Туркестан вошел в состав казахского ханства и стал его столицей. В асхане или столовой готовилась ритуальная пища, которая раздавалась верующим по пятницам и в дни праздников.
мы в помещении Кудукханы. Этот зал стал своего рода реставрационной мастерской, где хранится и реставрируется уникальная резная деревянная дверь от главного входа в мавзолей. Изображение этой двери стало одной из лучших картин из туркестанской серии, написанной великим русским художником XIX века Василием Верещагиным. А вообще-то это помещение, в котором находится колодец, снабжающий водой всех, кто приходит сюда. По поверью, она является святой, и всякий паломник считает за счастье испить ее. Слева от усыпальницы, в северо-западном углу здания, расположена мечеть. Уникальным памятником исламского искусства является михраб мечети, выполненный в технике наборной глазурованной мозаики. Пусть питается сердце любовью, одеждой счастья укроется тело, сила любви хочу возвыситься и птицей опуститься на веточку сознания. Хаджа Ахмед Исави. В эпоху Тимура при строительстве большое значение уделяли куполам, их формам, декоративной отделке. Небольшой, но самый красивый ребристый купол расположен над усыпальницей Хаджа Ахмеда. На одном из его изразцов сохранилось имя мастера из иранского города Шираза. Памятник сильно пострадал в годы русской экспансии в Среднюю Азию. В это время мавзолей превратился в крепость каканского хана. В 1864 году при взятии города Туркестана царскими войсками по мавзолею было произведено несколько орудийных выстрелов, которые оставили много пробоин. Взяв город, русские войска сменили расположившиеся здесь войска каканцев, защищавшие город. Уже в XIX веке мавзолей Хаджа Ахмеда Исави привлек внимание международной общественности. В этот период начинается изучение памятника архитекторами, инженерами, историками. Проводятся и первые ремонтные работы. Продолжались они и после Октябрьской революции. Но планомерной и всесторонней реставрация мавзолея стала, начиная с 50-х годов XX века. Разработка и осуществление проекта реставрации помогли спасти памятник мировой культуры, укрепить его конструкции и восстановить его первоначальный облик. Возрождается и его национальное и международное значение. В 2003 году мавзолей вошел в международный список памятников ЮНЕСКО и взят под международную охрану. Реставрация мавзолея Хаджа Ахмеда Исави дала новые импульсы для социального, культурного и экономического развития исторического города Туркестан, имевшего большое значение на Великом Шелковом пути. Возвращается к нему и былая слава, и величие.